готовим закуску клубника. Такая закуска никого не оставит равнодушным. На мелкотерке натираем 4 средних картофеля и 2 средних свеклы. Картофель и свеклу я запекала в духовке, но также можно и отварить. Свеклу отжимаем от жидкости и кладем в миску. Добавляем картофель, солим по вкусу и хорошо перемешиваем. Для начинки нам понадобится 1 слабосоленая селедка. Я ее заранее разобрала на филе и нарезала на небольшие кусочки. Мелко нарезаем 1 репчатый лук, небольшой пучок укропа и 2 вареных яйца. К селедке добавляем яйца, лук, укроп, солим по вкусу, добавляем 1 столовую ложку майонеза и перемешиваем. Начинка готова. Берем небольшое количество свекольно-картофельной массы. Делаем лепешку. В середину кладем 1 чайную ложку начинки и формируем клубнику. Таким образом делаем все остальные. В емкость наливаем 2 столовые ложки оливкового или растительного масла. Добавляем 1 чайную ложку лимонного сока и перемешиваем. Кисточкой смазываем клубнички. Из петрушки делаем хвостики. Кладем на листья салата и посыпаем кунжутными семечками. Из этой пропорции получается 20-25 штук, в зависимости от того, какого размера вы будете делать клубнику. Закуска получается очень вкусная, красиво смотрится на праздничном столе. Уверена, такая закуска никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить. Волованы со свеклой и сельдью. 400 граммов слоеного бездрожжевого теста раскатываем в пласт толщиной 5-7 мм. Как я готовлю слоеное тесто, смотрите на экране или в описании под видео. И вырезаем квадратики 6 на 6 сантиметров. Я обычно делаю из картона шаблон, чтобы все квадратики были одинаковые. Получается 16 квадратов. Делим пополам. 8 квадратов оставляем целыми, а в остальных вырезаем серединку. Я использую стопку. Противень застилаем бумагой для выпечки и выкладываем целые квадратики. Смазываем желтком. Сверху кладем квадратики с вырезанной серединкой. И также смазываем желтком. Ставим в хорошо разогретую духовку и выпекаем 20-25 минут при температуре 220 градусов. Для начинки натираем на мелкой терке 1 среднюю вареную свеклу. Выдавливаем 1 зубчик чеснока, солим по вкусу, перчим
Заправляем 1 столовой ложкой майонеза и перемешиваем. Балаваны достаем из духовки и даем остыть. Одну селедку я заранее разобрала на филе и нарезаем на кусочки шириной 1 сантиметр. В балаванах при выпечке поднимается серединка. Ее нужно аккуратно опустить. И наполняем начинкой. Сверху кладем по 2 кусочка селедки. И украшаем укропом. Сочетание слоеного теста, свеклы и селедки – это невероятно вкусно. Получается вкусная, яркая, праздничная закуска. Балаваны можно готовить с разными начинками, но в этом варианте мне нравится больше всего. Попробуйте приготовить, надеюсь, вам тоже понравится. Готовим очень вкусную и яркую закуску из простых продуктов. Одну небольшую слабосоленую сельдь чистим, удаляем кости, разбираем на филе и нарезаем мелкими кусочками. Один небольшой репчатый лук мелко режем, добавляем к сельди и перемешиваем. На мелкой терке натираем 3 вареных яйца и 40 грамм твердого сыра. Добавляем 1 столовую ложку майонеза и перемешиваем. Одну большую или 2 средних свеклы запекаем или отвариваем. Нарезаем толщиной 3-4 мм. Я буду готовить закуску в виде звезды, но также можно использовать любую другую формочку. Из свеклы вырезаем звезды. Если свекла большая, то можно вырезать сразу 2. На свеклу выкладываем яично-сырную массу. Немного приминаем. Сверху сельдь с луком. И слегка прижимая, вынимаем формочку. Из этой пропорции получается 10-12 штук. Украшаем петрушкой и подаем. Получается красивая и очень вкусная закуска. Готовится из простых продуктов. Попробуйте приготовить. Готовим закуску с сельдью к праздничному столу. Лук режем полукольцами. Кладем в миску. Добавляем сахар, соль, уксус и холодную кипяченую воду. Перемешиваем и оставляем мариноваться 15-20 минут. Маринованные шампиньоны режем на 4 части. Филе сельди нарезаем небольшими кусочками. Для соуса соединяем подсолнечное масло, горчицу в зернах и уксус. Хорошо перемешаем, и соус готов. Вареные яйца разрезаем на 4 части. На блюдо выкладываем слоями селедку, маринованные шампиньоны,
маринованный лук, и яйца. Поливаем закуску соусом, ставим в холодильник пропитаться минут на 30. Перед подачей украшаем зеленым луком и укропом. Закуска очень вкусная, готовится просто и быстро. Замечательно подойдет к любому праздничному столу. Попробуйте приготовить. Готовим очень вкусную закуску, маринованную селедку с овощами. 2 репчатых лука нарезаем тонкими полукольцами. Кладем в миску. Помидоры черри 10 штук разрезаем пополам. К луку добавляем помидоры, маслины без косточек 200 граммов, 1 крупную малосольную селедку разделываем на филе и нарезаем небольшими кусочками. Добавляем к овощам. Для маринада в емкость кладем 1 столовую ложку кетчупа, у меня к шашлыку, 1 столовую ложку сахара. Вливаем 40 мл подсолнечного масла, черный перец по вкусу, 1 столовую ложку 9% уксуса и хорошо перемешиваем, чтобы маринад стал однородным. Маринадом заливаем селедку с овощами, перемешиваем и ставим в холодильник мариноваться на 4-5 часов. Селедка и овощи пропитываются соками овощей и маринадом. Это очень вкусно и готовится просто. Такая закуска замечательно подойдет как для праздничного стола, так и на каждый день с картошкой и черным хлебом. Это просто объедение. Попробуйте приготовить. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями рецептом в соцсетях, пишите комментарии, смотрите другие наши видео.